Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Яндекс.Почта в мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Яндекс.Почта в другие системы. Например, в мой склад вести учет данных о новых письмах из Яндекс.Почта удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Яндекс.Почта. Теперь необходимо указать действие «Получить новые письма». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать email и пароль. Перед тем, как вы укажете пароль, необходимо перейти в личный кабинет Яндекс.Почта в раздел «Настройки». Далее перейдите в раздел «Почтовые программы». В этом разделе необходимо отметить галочками с сервера IMAP и пароли приложений. Это позволит создать новый пароль для приложения Apex Drive, чтобы не использовать реальный пароль от вашего почтового ящика. Для того, чтобы добавить пароль приложения, необходимо перейти в управление аккаунтом. В разделе «Пароли и авторизация» кликаем «Включить пароли приложений». Название вы можете прописать по названию системы, в которую планируете передавать данные. Копируем этот пароль и вставляем соответствующее поле в сервисе Apex Drive. После того, как все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. В данном случае выбираем папку Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить аккаунт «Мой склад» к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет «Мой склад». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, скорее всего, данные из Яндекс.Почта будут приходить в одном общем поле. Например, в поле «Имя клиента» мы не сможем назначить отдельно имя, а в поле будет сразу назначаться все тело письма. Для того, чтобы это исправить, необходимо добавить блок форматирования, при помощи которого из тела письма мы будем вырезать отдельные необходимые нам данные. Например, мы создадим отдельные переменные с именем, телефоном, имейлом и данными о товаре. Давайте создадим блок форматирования. В поле для форматирования мы выбираем текстовое сообщение. Выбираем действие «Вырезать от до».
поле от символов указываем значение, от которого мы будем вырезать данные. В данном случае мы вырезаем данные, которые касаются имени. Обратите внимание, прописывать данные необходимо в таком же виде, как они у вас приходят в теле письма. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Здесь мы видим, что наше тело письма – это один цельный текст, но из этого письма мы вырезали данные от имени до телефона и получили результат отдельное имя. Для того, чтобы вырезать телефон, имейл и данные о товаре, нам необходимо проделать аналогичную операцию. В данном случае поле до символов оставляем пустым. Когда мы произвели все форматирование над данными, возвращаемся к назначению переменных. Вместо назначенной переменной с общим текстом тела письма выбираем новую переменную, которая была создана при помощи форматирования. Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения, и наши данные из письма расформированы по отдельности. Проделываем эту процедуру для всех других необходимых переменных и заполняем необходимые поля. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить».
На этом этапе вы видите пример данных, в которых присутствуют изменения с помощью форматирования. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой склад». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек и интеграций и удачи!